Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим о Второй мировой войне, операции «Катапульта», о которой, в принципе, сейчас стараются все забыть и не вспоминать, потому что в ситуации Второй мировой войны сражение между английским и французским флотом – это оксюморон, который, тем не менее, имел место быть. Что тогда случилось? Как известно, свою войну Франция проиграла 20 июня 1940 года, когда немцы согласились принять предложение о перемирии и сложении оружия французской армией. Армия Франции перестала сражаться, но у Франции был еще флот. Причем флот довольно серьезный, солидный. О его составе мы поговорим позже. А пока примем к сведению, что он находился большей частью не во Франции. Какие-то корабли были в Англии, какие-то корабли находились во французских базах на севере, в Бресте. Но большинство было либо в Тулоне, либо в Мерс-эль-Кибире и в Оране. Это Северная Африка. Немцы заняли половину Франции, северную половину. На южной половине Франции образовалось правительство Виши во главе с маршалом Петеном, которое согласилось сотрудничать с немцами, но не стало военным союзником Германии, потому что для этого нужно было подписать соответствующий договор, и чтобы его признали остальные французские провинции, с чем была большая сложность, потому что не все французские провинции контролировались французским правительством. Суть в том, что военный флот Франции превращался в непонятную, невнятную и неопределенную угрозу для Великобритании. Дело не в том, что, как я уже говорил в предыдущих сериях, дело не в том, что немцы могли захватить этот флот. Нет, немцы его не могли захватить, потому что немцы не контролировали юг Франции, и тем более Северную Африку. Но ситуация могла измениться политически. Вот это было для Черчилля очень страшно и опасно, и это, в принципе, действительно могло случиться. То есть, условно говоря, если бы немцы были, скажем так, чуть мягче, лояльнее и шире смотрели на вещи, то вполне вероятен был исход немножко другой. Франция заключила бы союз с Германией, и тогда французский флот становился бы союзным немцем, союзной немцем военной силой на Средиземном море. Вот это было опасно и страшно. Все естественно и понятно. Кроме французского, на Средиземном море был еще итальянский флот. Как бы мы ни относились к итальянцам, но их флот был очень многочисленным. У них было 8 линейных кораблей, 20 крейсеров, 63 эсминца, больше 100 подводных лодок. Это серьезные силы, и итальянский флот при наличии умелого командования и воли к сопротивлению мог создать невыносимое оперативное давление на главной операционной линии Великобритании. Это Гибралтар, Мальта, Александрия, Порт-Суэц. По этой линии снабжение британских войск и в Персидском заливе, и в Египте, и в Индии. И обратно, кстати, тоже. То есть это все равно ближе, чем вокруг Африки. Тем более, что есть опасность подводных лодок. Но итальянский флот мы пока что выводим за скобки, потому что существовала такая Александрийская эскадра британского флота. Правда, она была не очень большая, 4 линкора, авианосец, несколько крейсеров, десяток эсминцев. Но, тем не менее, это была, в общем, довольно серьезная сила. А вот уравновесить или компенсировать французский флот у англичан уже наличными силами не получалось. То есть в этом случае пришлось бы отзывать одну из линейных эскадр из Капа Флоу, чем ослаблять английское военное присутствие на Северном море. Поэтому вот эта вот непонятная, неопределенная угроза со стороны французского флота и заставила Черчилля принять решение об операции «Катапульта». Это, с одной стороны, конечно, это с точки зрения военной точки зрения, это логично, правильно, разумно. С точки зрения этической, это бесчестно и подло. Это удар в спину бывшему союзнику, который этого удара, во-первых, не ждет, во-вторых, к нему не готов, в-третьих, даже гипотетически в него не верит. Тем не менее, это произошло. Французский флот 7 линейных кораблей.
Ну и плюс стоявший в Англии устаревший линкор «Париж», его мы не считаем. 7 линкоров – это серьезно. Это внушает уважение и даже трепет. Плюс крейсера, эсминцы – довольно внушительная военная сила. Французы стоят в Оране, в Мерсаль-Кибире. Ни о чем таком не думают, удар от англичан не ожидают, спокойно занимаются своими делами, хотя и находятся в некоторой растерянности, потому что Франция понесла военное поражение, а флот как бы и ни при чем. Но линкоры «Британь», «Прованс», линейные корабли «Дюнкерк», «Страсбург», «Ришелье» и «Жан-Бар». Прекрасные новые корабли. Прекрасно вооруженные, сбалансированные, с хорошими техническими характеристиками, оказавшиеся бесполезными в этой войне. Хуже всего, когда ты бесполезен, это я знаю по собственному опыту. И вот целый серьезный флот из 6 новейших линкоров, одного старенького и десятка эсминцев, подводных лодок, крейсеров стоит без дела в североафриканских портах и ждет спорой погоды. Англичане решили вопрос довольно быстро. 22 июня закончилась буза во Франции, а уже 3 июля соединение адмирала Сомервилла подошло к Орану и Мерсаль-Кибиру. Нельзя сказать, что британцы сразу же открыли огонь. Нет, нет. Они сначала предложили командованию французского флота примкнуть к английским войскам, поднять английский флаг и, собственно, вступить в британский флот, чтобы продолжать войну с германцами. Или, как вариант, они предложили уйти флоту на Багамские острова, на Мартинику, и там они, как это называется, интернироваться. То есть опустошить свои погреба, снять замки с орудий и просто мирно дожидаться конца войны. Был 3 вариант. Адмирал Сомервилл предложил французскому флоту затопиться прямо в бухте Орана и Мерсаль-Кибира. Все 3 предложения были невозможны, и Сомервилл это знал. Но он вынужден был это сделать, чтобы соблюсти какие-то приличия. Французы, естественно, отклонили все 3 предложения, и тогда англичане открыли огонь. Часть кораблей была потоплена, часть получила тяжелые повреждения, несовместимые с дальнейшим существованием. Линкор «Жан-Бар» выбросился на мерь, погибло 1400 французских моряков. Французский флот был нейтрализован. С этого момента единственной серьезной угрозой для англичан был только флот итальянский, который в силу специфики их экипажей реально угрозы для англичан не представлял. Об этом прекрасно говорят дальнейшие события, о которых мы говорить пока не будем, потому что это не относится к теме наших разговоров. Пока мы заметим, что ни о каком захвате французских судов, военных кораблей немцами речи не могло идти, потому что порты Южной Франции немцами не контролировались. Даже если бы случилось такое и 6 новейших французских линкоров оказались в руках немцев, это бы ничего не решило. Потому что линкор – это не парусная лодка. Чтобы управлять линкором, нужно несколько лет готовить команду. Хорошо, в условиях военного времени это год. У немцев был этот год, у немцев не было этого года. Чтобы 6 линкоров могли вступить в строй, их нужно питать топливом. У немцев было это топливо? У немцев не было этого топлива. У них для своих кораблей не хватало топлива. А уж о французских линкорах, прожорливых линкорах говорить нечего. Это пустое. Единственный шанс, повторюсь, это был то, если бы французы заключили союз с немцами. Но это было маловероятно. Тем не менее, именно для этого Черчилль и потопил французские корабли. Чтобы такой союз стал бессмысленным для немцев. Потом англичане вместе с американцами захватили Северную Африку, победили
там немцев в Тунисе, захватили порты и начали действовать против Франции. Ну, совсем другая история, нас не касаемая. Операция «Катапульта» была, о ней нужно помнить, о том, что политические цели и военные задачи очень часто идут вразрез с нормами этики и морали. И когда нашим советским тычут в глаза какими-то преступлениями, которые мы совершили в Европе, мы всегда можем вспомнить операцию «Катапульта», когда англичане потопили французский флот в разгар Второй мировой войны.